Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. В прямом эфире вы просили меня сшить женскую утепленную шапку из джинсовой ткани для дамы в возрасте. Я начала перебирать в голове, какие же женские шапки из джинсовой ткани я видела. Для этого мне пришлось залезть в интернет, но набирала я не просто джинсовые шапки, да, для меня было бы это слишком просто. Я набирала фасоны женских головных уборов, чтобы понять, какую модель можно сшить из джинсовой ткани. Было очень много шапок вязаных, которых, как мне кажется, сейчас большинство. Были шапки, которые предполагают использование кожи, меха, да, каких-то технологий изготовления, типа формования и так далее. Все это для джинсовой ткани, конечно, не подойдет. Как мне кажется, головной убор это вообще такой аксессуар, который завершает образ. И не видя человека, не видя форму лица, какую одежду он будет надевать, либо это пальто, куртка, шуба, дубленка, в каком стиле, casual, классика, military, довольно сложно понять, какой же головной убор подойдет к этому образу. Поэтому я решила сегодня сшить головной убор, который, как мне кажется, подойдет ко многим видам верхней женской одежды, зимней, да, и, ну, почти ко всем типам лица. Это будет женский берет, самый простой, классический, шьется быстро. И украшать его, как-то декорировать можно уже на любой вкус, да, смотря, опять же, с чем вы будете его носить. Я взяла джинсы и ткани, из которых можно сделать подкладку, а возможно и околышек, который будет прилегать к лицу. Этот искусственный мех можно использовать, если берет будет носиться, ну скажем, с дубленкой, с подобным белым мехом. Флис подойдет, как мне кажется, если это будет пуховик или куртка. Трикотажный хлопчатобумажный плюш подойдет к пальто. Ну, это только все мое видение. Можно взять и драп, и шерсть. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Я буду использовать этот плюш, так как зимы у нас не холодные. Если это будет осенний берет, то можно брать ткани потоньше для подкладки. Классический берет представляет из себя два круга, одно с отверстием для головы и околышек. Диаметр может быть от 25 до 40 сантиметров и зависит опять же от того, что вы хотите получить. Я возьму небольшой диаметр, мне блин огромный не нужен. Вот у меня есть тарелка, она 28 сантиметров в диаметре. По ней и буду кроить. Если нет циркуля, можно взять крышку от сковородки. Бывают и 28, и 30, и 32 сантиметра. Это донышко берета. Его можно сделать и из двух частей, или из четырех, если не хватает ткани на цельнокроенной. Но у меня хватит. Стенку тоже можно выкроить цельнокроенную или из нескольких частей. Это точно такой же круг, только с отверстием для головы. Размер отверстия высчитывается по формуле длина окружности равная 2πr, как известно. Обхват головы у меня 58 сантиметров. Возьму 1 сантиметр на свободное облегание, да, чтобы берет не врезался. И радиус внутреннего круга будет 9,4 сантиметра. А колышек, естественно, я сделаю тоже 59 сантиметров. Вот так я сложила, чтобы определить здесь центр. Можно внутренний круг, да, сделать по циркулю, но я буду делать вот таким примитивным способом. 9,4 здесь от центра, 9,4 здесь от центра.
Вот по этой выкройке я и буду кроить донышко и стенку. Детали все выкроены. Стенка берета из подкладочной ткани у меня получилась тоже цельнокроенная. И околышек я сделала из двух деталей. Вот это пойдет наружу, а вот эта мягкая, она пойдет к лицу. Ну, мне кажется, что джинс, он вообще материал такой, который, ну, не особо греет, да, он, я бы даже сказала, холодит. Поэтому к лицу пойдет мягкая деталь. Теперь можно приступать к сборке. Сначала я стачаю вот эти срезы. Припуски разутюжу и застрочу на разные стороны. Готово. Вот так это выглядит. Ниточки я здесь в тон подобрала. Ну, кто хочет, может, конечно, контрастные какие-то нитки. Сейчас вот так вот совмещу две детали, да, чтобы у меня долевая с долевой, чтобы не получилось вот так как-то, да, криво. И стачаю здесь по кругу. Вот что получается. Уже похоже на берет. Здесь за счет того, что я припуски вот эти на разные стороны застрочила, волны такие, ну, довольно плавные получаются. Теперь можно заняться колышком. Я его уже стачала, ну, померила, да, проверила, правильно ли я рассчитала все. Теперь детали вот эти соединяю лицом к лицу и по краю стачаю. Вот этот плюш, он закручивается, не очень-то удобно, но ничего страшного. Иголку я поставлю для джерси, чтобы у меня потом плюш в местах проколов, да, не получились какие-то дырки. Околышек почти готов. Сейчас вот здесь я сделаю сгиб и приутюжу, так, чтобы зеленая ткань эта с лицевой стороны не была видна. Перед тем, как втачивать околышек по кругу, нужно будет это все зафиксировать. Можно приклеить на паутинку, что я, скорее всего, и сделаю. Ну, можно вот здесь вот поверху, да, прихватить строчкой, чтобы во время втачивания это все вот так вот не вывернулось. Околышек готов. Сейчас я лишнее здесь сверху срежу. И я не сказала про ширину околышка. Я выкраивала полоски шириной 4 сантиметра, почти 4 сантиметра, чтобы в готовом виде у меня околышек был 2-2,5 сантиметра. Можно делать, конечно, и побольше, и поменьше. Я вот так вот решила сделать. Сейчас околышек уже можно втачивать сюда по кругу, да, чтобы его равномерно втачать. Вот здесь у меня шов на околышке. Я вот так вот сложу. Здесь маленькую такую насечку сделаю. И совмещу джинсовую ткань с джинсовой тканью, лицом к лицу. Вот здесь вот шов ко шву.
скалываю булавкой. И здесь вот эту метку с этим швом. Ну, если швов нет, метки можно расставить по-другому, напополам все свернуть, да, потом еще раз напополам. То есть вот по кругу сейчас равномерно распределю и притачаю. Для удобства, вы видите, я сняла вот этот короб большой. У меня осталась рукавная платформа, чтобы все это можно было легко крутить. Ну, вообще какие-то такие изделия круглые, да, небольшого размера, конечно, лучше на рукавной платформе шить. Вот как получается. Все аккуратненько, ровненько. Ну и красиво, я бы даже сказала. Мне нравится вот эта вот внутренняя сторона околышка. Сейчас стачаю подкладку. Так, ее сложу тоже здесь, долевая к долевой. И по кругу. Но оставлю один участок небольшой. Ну, вот так, наверное, открытый. Через который я потом берет выверну и здесь зашью вручную. Я стачала обычной строчкой, даже не трикотажной, потому что здесь никакой нагрузки не предполагается на эти швы. Припуски я обрезала лишние ножницами зигзаг. Теперь приступаю к последнему этапу втачивания подкладки в берет. Для этого нужно берет вывернуть изнанкой наверх, а подкладку наоборот, лицевой наверх. Да, вот здесь вот участок я оставила открытый. Так, найду, где у меня долевая. Вот она. И по кругу скалю. Ну, кто не уверен, можете приметать, конечно, да. Вот эти срезы. И стачаю полностью. Постараюсь сделать шов в шов. Вот где я притачивала околышек. Ну, прямо по этому шву и пройду. Берет готов. Осталось зашить этот открытый участок и буду мерить. Вот такой беретик у меня получился. Очень аккуратненький. Мне пришлось даже переодеться, да, чтобы соответствовать. Берет получился не очень глубокий и не объемный. Ну, в смысле, небольшого такого объема. Я не люблю какие-то большие головные уборы, так как я и хотела. Если вам нужна посадка поглубже или пообъемнее берет, то тогда выкраивайте берет диаметром не 28 сантиметров, как у меня, а, скажем, 30 или 32. И тогда он сядет поглубже. Утеплить берет можно какими-то другими материалами, я показывала, да, искусственным мехом, драпом, шерстью. Задекорировать тоже можно на любой вкус. Ну, декорировать я не стала, я решила, пусть он будет универсальным, чтобы его можно было использовать, носить, да, с какими-то разными видами верхней одежды. Задекорировать можно аппликацией, вышивкой, вышивкой сашико, собрать берет в технике пэтчворк, проложить какие-то декоративные строчки, прикрепить сюда какую-то брошь. В общем, поле для фантазии очень большое. А если сделать, скажем, козырек, то получится кепка.
Ну, в общем, вещь такая довольно универсальная, и шила я этот берет с учетом съемки, пауз менее 2 часов. Я, конечно, шью быстро, но думаю, что любой из вас за вечер такой берет сошьет, ну, вот запросто. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал. Буду рада вашим лайкам, комментариям. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!